О, всем привет. Эй, мы уже в эфире. Ща, уже почти закончил. У него важные переговоры с зелеными и серыми. Вот и я. Привет, земляне. Я так понимаю, наша мастерица гитарных дел Окси уже сделала вступительное слово и поприветствовала вас. Ну, тогда поехали. В прошлом эпизоде я рассказал нашим уважаемым зрителям о том, что из себя представляет генерал Дорнан и в кого он превращается в течение всего сюжета. Да, интересный персонаж, но мне больше по душе пришельцы, особенно арктурианцы. Ничего себе, ты суровая. Нравятся антагонисты? Угу. Мы сегодня обсудим то, что они натворили, и что в итоге вынуждены делать протагонисты, а именно Огзенс и Мия. Да, ведь к середине оперы зеленые вроде как уже разрушили множество городов на Земле, а также вырезали половину популяции людей. Либо собственноручно, либо руками серых, при помощи абсолютного контроля. Вот поэтому в песне Preparation Мия обращается к Огзенсу за помощью. Она спрашивает, а можно вообще сохранить человечество как вид? Или уже все, люди обречены? Действительно, почему бы просто не обратиться к... В высокотехнологичной расе пришельцев. и не попросить помощь? Серые вроде как друзья. Ну, собственно, Огзенс и не отшивает Мию, а говорит, что такое возможно. Необходимо 1000 особей людей, которых можно посадить в корабль-колонизатор, погрузить в гиперсон и отправить куда-нибудь далеко, на другую планету, где арктурианцы их не найдут. И там люди смогут начать все заново. Да, и там на месте начнется опять борьба за лидерство, за власть и вот эти все людские пороки. Огзенс строго акцентирует внимание Мии, что ей необходимо собрать максимально доверенных личностей, которых будет волновать выживание расы людей, а не собственные амбиции. Он верит, что такие люди есть, потому что он увидел это в самой Мии. А корабль, как я понимаю, предполагается выкрасть у арктурианцев? Ты ведь рассказывал, что у них вроде такой есть? Вроде они прибыли колонизировать Землю, а не уничтожить всех. Да, конечно, рассказывал. Генерал Дорнан как раз запланировал разыскать его и уничтожить вместе с мирным населением на борту. Так что умею не сказать, что так уж много времени. В общем, с этого момента начинается настоящая движуха. Мне как раз зашел этот кочевый риф в пониженном строе. Кстати говоря, который я выучила одним из первых, когда присоединилась к Сан-Вальтеру. Мне тоже нравится этот риф. Между прочим, в Сан-Вальтере это первый опыт использования такого низкого строя на гитаре. И ты, можно сказать, первопроходец. Никогда еще первопроходцем быть не приходилось. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, все бывает в первый раз. Ну ладно, а что будет с остальными людьми, которые не поместятся в корабль-колонизатор? Ты вроде бы отдаленно говорил, что их вырежут? Да, их уничтожат. Но на сей раз это сделают анунаки и по собственной воле. Они вынуждены это сделать, потому что иначе арктурианцы поработят их. Кто-то, может, и повоюет до последнего и будет уничтожен. А всем выжившим придется работать на арктурианцев. И, конечно же, часть из них будет использована в военных целях против анунаков. Поэтому анунаки вынуждены пресечь такое развитие ситуации. Даже несмотря на то, что им очень не хочется этого делать. Понятненько. Что-то типа «да не доставайся же ты никому». Вот точно сказала. То есть анунаки берут на себя ответственность спасти группу адекватных людей и взять их под свою опеку и защиту, чтобы сохранить вид. А от остальных избавиться в целях непредвиденного развития ситуации. А заодно и арктурианцам обломать всю задумку. Ты все верно поняла. Кстати, название песни рабочее и пока еще не утверждено. Так что есть большая вероятность того, что она будет называться по-другому. Мне тоже кажется, что оно не совсем отражает суть происходящего, так что еще подумаем. Время-то у нас еще есть. Может, даже кто-то в комментариях предложит интересный вариант. Времени точно еще достаточно. На этом предлагаю закончить и еще увидимся. Пока-пока!